Ребята, всем привет, меня зовут Дима, я живу и работаю в городе Пинске, это Республика Беларусь. Сегодня мы приехали на свой объект, сегодня среда, в понедельник мы работали, вчера нет, так как у нас с воскресенья по вторник до обеда лили сильные дожди, мы решили во вторник не работать, так как нам нужно было открывать и перебирать и кирпичи, они у нас находятся на улице, вот, и тем самым бы промокли кирпичи, но и в том числе и мы, вот. Что мы сделали за понедельник? Мы, получается, где-то положили 5 чадов, все промыли, обтянули все там внутри клеем вот плиточным. Также вставили, ребята, супер изол, чтобы защитить вот эту деревянную стенку от нагревания. Получается, мы вот снизу выдвинули из стены такие уголки, чтобы можно было вот сверху поставить супер изол, что мы и в принципе и сделали. Его мы поставили и то же самое так вот сверху, сейчас покажу, прижали вторым уголком и соответственно поставили уже и второй, чтобы сюда тоже и поставить этот супер изол. Вырезали такой потай, затянули это все дело мы клеем, чтобы уже было надежно и прочно. Вот оно подсохнет, вот так вот клеим все. Ребята, выглядит. Вот, и еще давайте с вами проведем такой маленький тест. Чуть не упал, осторожно. Так, смотрите, сейчас у меня есть такие часы шагомер. Сколько я уже с утра ходил. Получается, 484 метра я прошел. 4 метра. И сколько сейчас у нас времени будет? 9. Ну, напишем 9 часов. 9 часов. И потом уже в конце дня мы снимем и то же самое, сколько я уже прошел, общая сумма. И в конце, в пятницу, мы выведем средний арифметическое число, сколько я шагов прохожу в среднем, плюс-минус в день. Ну и потом на следующей неделе мы протестируем Эдика и сравним, кто больше, Эдик или я. Но я думаю, что, наверное, будет, ну, все-таки смотрим. Не буду открывать интригу, но, ребят, мы продолжаем дальше. Сейчас мне надо установить трубы, там все сделать, я чуть попозже вам это дело не покажу. Также вот мы нанесли уже разметку рядов на, так сказать, на доску, чтобы уже с заказчиком уже точно определиться с высотой. Вот, и потому что я не рисовал уже в проекте вид самого здания, помещение, чтобы было все видно. Вот. Заказчик участвует и в процессе, он придумал такой интересный и рисунок, но это интересная и символика, чуть попозже она вся вырисуется, и посмотрим, что с этого у нас. Ребята, сейчас вечер, 17:50, шагов мы прошли 56-60, пишем 56-60, вот, это вечер, это 17:50, вот, утро, 9 было, вот, и уже потом с вами выведем ровное количество, вот, еще раз, время и сколько шагов, даже больше, ребята, сейчас у нас 8:34, ну, тоже будем писать 9, пока я переоденусь. Утром я уже прошел сколько шагов? 422 шага, это с утра. 422. Я уже ее вчера не записывал, в четверг, так как у меня села батарея, и до обеда я уже заряжал. Тогда мы вместо четверга возьмем субботу. Я уже буду смотреть среда, пятница и суббота. Четверг мы пропускаем. Вот, все, в принципе. Поехали работать.
Нам сейчас немножко надо потесать вот эти углы и немножко нашу арочку. И потому что к ней возможно идеально сделать с немножко неровным кирпичом. Вот, потому что это в плоскости он может быть кривой, либо изогнутый. Вот. И когда уже делаешь вырубку, нужно немножко повторять. Ну что, давайте с вами это делать. Поехали. С помощью реноватора, чтобы не было пыли. Эта штука очень хороша тем, что она сильно и не пылит, как болгарка, и может залезть в труднодоступные места. И сейчас мне нужно снять вот угловой кирпич, так как я немножко ошибся, надо в нем прорезать такой подай под уголок. Давайте мы с вами попробуем, как это будет выглядеть. Ну что, смотрим, заводим. Никакой вибрации нету, спокойно можно держать. Молоточек. Пробуем подковырнуть. Получится, не получится. Все. Без всяких усилий, как я раньше обычно делал. А маленькой ножовочкой. Все, осталось это дело немножко очистить. Вот. Все, видите, как он прошелся. Все нормально, отлично. И без всякого напряга. Оставайтесь с нами. Ребята, вечер пятницы. Вот. 10 мая, вот получается, сколько прошагали мы с вами шагов, сейчас включим. Так, 52-94, пишем, 52-94, так, осталось нам завтра суббота, утро и вечер, так, вчера мы находили 32-98, вечер, ну, в принципе, всегда пока лидирует. 56, 52, 94. Ну, посмотрим, что у нас будет с субботой. Ну, а тем временем мы потихоньку вот, уже сделали пятницу. Подняли такие леса, как египетские пирамиды. Это получается 1, 2, 3, 4, 5 рядов в высоту.
Вот, такой уже сделали камин, такую нишу. Сейчас будем думать с клиентом, как дальше. Вот, потому что каждый день как бы плавно немножко меняется, но не отходим. Сегодня суббота, 8:30. Так, сколько мы прошли? Так, утром мы уже сделали 378 шагов. Так, пишем. 8:30. Мы прошли шагов 378 шагов. Суббота. Ну потом уже почитаю, я вам сумму скажу, что у нас получилось. Ребят, мы дальше продолжаем нашу работу. Нам еще осталось где-то рядиков 8. Вот, и дальше уже пойдет труба. Вот, я уже снимаю со второго этажа, потому что снизу сильно высоко. Так, уже сделали контур, заложили угловые кирпичи. Вот, и чтобы уже под этот и кирпич все красиво совпало, мы сложим кирпич насухо, проверяем. И все красивенько подходит, чтобы уже потом не потачивать и было красиво. Вот. В принципе, продолжаем. Смотрим все шовчики, чтобы были аккуратны. Выставляем на 80 сантиметров. Так, у нас есть площадочки тут такие выступающие бревна, которые может кто-то положить. Ребята, мы на сегодня закончили. Вот сейчас сколько? 6:20. Сегодня суббота. Сколько мы прошли шагов? Давайте смотреть. Сейчас покажу. Так. 71, 54. Вот, чуть больше. Вот, 71, 54. Ну, буду брать белую бумагу и высчитать их. Это покажу, что у нас получается. Ребята, снимаю последний сегодня кадр. Сегодня суббота, 11 число. Вот, я и сложил 3 числа за четверг, пятницу и субботу. Мне и получилось 18 108.
разделил на 3 дня, и в среднем у меня получилось день, я ходил по 6 тысяч шагов. Это где-то 3 километра за один день. Ну, будем смотреть, за сколько времени проходит Эдик. Может, мы в понедельник тоже и повесим часы и будем смотреть. То, что ждем результата, остаться с нами. На этом сегодня, ребята, мы закончили. Сегодня суббота, мы отработали, получается, 5 дней. Полных 5 дней. Вот. Соорудили себе такие леса, как пирамида из пенополистирола. У заказчика будет делается теплый пол, это будет утеплитель. Вот такая у нас получается печь, очень громадная. Давайте местами пройдемся. Вот. Очень удобно, кстати, вот так вот. С высоты птичьего, так сказать, полета. Очень высоко. Но это мы еще нам положить один, получается, или 2 пакета с утеплителем, и будет уже на уровне 2-го этажа. Так, мы уже вставили такие вот рамки для вен решеток, вот они ставим сюда. Их мы взяли на плиточный клей, еще немножко где-то подправим, когда уже будем ее затягивать. Вот у нас получается такая громадная топка, воздушная камера, в которой будет и нагреваться от трубы, и от топки воздух, и выходить сквозь эти отверстия. Вот так у нас получается, ребят. Ну, на это будем заканчивать свое краткое видео. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить красивые лайки. Также подписывайтесь на мой канал и заходите в мой инстаграм, там будут интересные фотки. Еще я 2 видео выложу про Ирму, но это я буду делать ее в перемешку. У нее очень достойная и красивая работа. Все, ребят, всем пока и до понедельника.